Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о золотом петушке. Написано оно было в 1834 году. Сказка расскажет о необычайном подношении, какое сделал звездочет царю Додону, и о последствиях такого подарка. Мудрец подарил старому государю золотого петушка, который просыпался тогда, когда на царство надвигались недруги. За такую услугу звездочет просил исполнить одно его желание. В будущем. Убережет ли волшебный стражник Додона и его государство от гибели? Прочтите вместе с ребенком об этом. Сказка учит держать слово, жить в согласии с другими и не забывать об ответственности. Негде в тридевятом царстве, в 30-м государстве жил-был славный царь Додон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя. Страшный вред ему творя, чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга, глядь, ан с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, идут с моря. Со злости инда плакал царь Додон, инда забывал и сон, что их жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о подмоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. Шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Додоном стал и вынул из мешка золотого петушка. «Посади ты эту птицу, — молвил он царю, — на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны, или набега силы бранной, или другой беды незваной. Вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит, встрепенется и в то время обернется». Царь скопца благодарит, горы золота сулит. «За такое одолжение, — говорит он в восхищении, — волю первую твою я исполню, как мою». Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож. Как со сна шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Кири-ку-ку! Царствуй лежа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таковой им царь Додон дал отпор со всех сторон. Год, другой проходит мирно, петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Додон страшным шумом пробужден. «Царь ты наш, отец народа, — возглашает воевода, — государь, проснись, беда!» «Что такое, господа? — говорит Додон, зевая. — А кто там? Кака бедая?» Воевода говорит: «Петушок опять кричит, страх и шум во всей столице. Царь к окошку. Анна спице видит, бьется петушок, обратившись на восток. Медлить нечего, «Скорее, люди, на конь! Эй, живее!» Царь к востоку войско шлет. Старший сын его ведет, петушок угомонился, шум утих, и царь забылся. Вот проходит 8 дней, а от войска нет вестей. Было ль, не было ль сражения, нет Додону донесения. Петушок кричит опять. Кличет царь вторую рать, сына он теперь меньшого шлет на выручку большого. Петушок опять утих, снова вести нет от них. Снова 8 дней проходит, люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять. Царь скликает третью рать и ведет ее к востоку сам, не зная, быть ли проку. Войска идут день и ночь, им становится невмочь. Ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Додон. «Что за чудо? — мыслит он. Вот 8-й уж день проходит, войско в горы царь приводит, и промеж высоких гор видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном, в круг шатра,
В ущелье тесном рать побитый лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина перед ним его два сына, без шеломов и без лад оба мертвые лежат. Меч вонзивший друг во друга, бродит конь их средь луга. По протоптанной траве, по кровавой мураве. Царь завыл: Ох, дети, дети, горе мне попались в сети, оба наших сокола. Горе, смерть моя пришла. Все завыли за Дадоном, застонали тяжким стоном, глубь долин и сердце гор потряслося. Вдруг шатер распахнулся, и девица, шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, царь умолк ей, глядя в очи, и забыл он перед ней смерть обоих сыновей. И она перед Дадоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Там за стол его сажала, всяким явством угощала, уложила отдыхать на парчевую кровать. И потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней Дадон. Наконец и в путь обратный со своей силой ратной из девицы молодой царь отправился домой. Перед ним молва бежала. Быль и небыль разглашала, под столицей близ ворот с шумом встретился народ. Все бегут за колесницей, за Дадоном и царицей, всех приветствует Дадон. Вдруг в толпе увидел он в сорочинской шапке белой, весь как лебедь посиделый, старый друг его, скопец. Здорово, мой отец, — молвил царь ему. — что скажешь? Подь поближе, что прикажешь? — Царь, — ответствует мудрец, — разочтемся, наконец. Помнишь, за мою услугу обещал мне как другу волю первую мою, ты исполнить как свою. Подаришь ты мне девицу шамаханскую царицу. Крайне царь был изумлен. — Что ты? — старцу молвил он. — Или бес в тебя вернулся, или ты с ума рехнулся. Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница, и зачем тебе девица? Полно, знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярский, хоть коня с конюшни царской, хоть полцарства моего. Не хочу я ничего, подари ты мне девицу шамаханскую царицу, — говорит мудрец в ответ. Плюнул царь. Так лих же. Нет, ничего ты не получишь, сам себя ты, грешник, мучишь, убирайся цел, пока оттащите старика. Старичок хотел заспорить, но с иным накладно вздорить. Царь схватил его жезлом по лбу, тот упал ничком. Да и дух вон. Вся столица содрогнулась, а девица хи-хи-хи, да ха-ха-ха, не боится знать греха. Царь, хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно. Вот въезжает в город он, вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы. Колесница полетел, и царю на темя сел. Встрепенулся, клюнул в темя и взвился. И в то же время с колесницы пал Дадон. Охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. Сказка ложь, да в ней намек добрым молодцам урок.